Привет, это Маркус и Rock Metal Bands, и сегодня я собираюсь взять интервью у самой популярной российской хэви-метал группы в своей стране и мире – Ари. После выхода их 14-го студийного альбома «Когда настанет завтра». Расскажите, после стольких лет на сцене, что мотивирует вас лично и как группу, и где вы черпаете вдохновение для написания первоклассных песен? Стало ли создание музыки для вас зависимостью, или живые выступления стали для вас катализатором энергии? Когда мы начинали, я помню, что для меня написание музыки было чем-то вроде самоутверждения. Надо было доказать себе и окружающим, что мы можем сделать что-то на сцене вместе. А со временем это превратилось в самовыражение, когда уже не так важен был фидбэк, а больше интересовали собственные амбиции, собственные идеи какие-то. Ну и в финале я думаю, что сейчас это, с одной стороны, стало зависимостью, но когда мы пишем материал к альбому и заканчиваем его, я думаю, все, я больше не хочу этим заниматься, но через какое-то время, через полгода, через год появляется зуд внутри, который заставляет тебя опять сесть за гитару и продолжить поиски. Я бы назвал зависимостью не написание песен или сам процесс, а в принципе вся наша жизнь уже настолько она устоялась в определенных канонах. Это переезды, концерты, записи, какие-то проекты, что ты уже без этого, не побоюсь этого слова, уже жить не можешь. Как только начинается какой-то перерыв, ты сначала расслабляешься, тебе хорошо, но через несколько дней ты уже понимаешь, что тебе опять хочется в дорогу и опять хочется играть концерт. Так что я бы это назвал зависимостью именно от всей общей деятельности, не обязательно написание песен. Живые выступления, безусловно, являются одним, наверное, из немногих моментов, где мы получаем прямую обратную связь от наших поклонников. Исполняя какие-то песни в первый раз, мы видим их реакцию, и, безусловно, это в какой-то степени мотивирует на создание более нового материала, поэтому здесь можно и согласиться и с одним тезисом, и с другим. То есть это и зависимость, и в то же время живые выступления являются катализатором. До сих пор моим любимым альбомом вашей карьеры был «Через все времена». Но теперь мне сложно выбрать между ним и вашим новым альбомом. В нем отличный баланс энергии, мелодичности, оригинальных рифов, традиционных хэви-металлистических гармоний и запоминающихся рефренов. А на ваш взгляд, каковы главные достоинства вашего последнего релиза? Ну, это, скорее всего, не наш удел оценивать альбом на предмет достоинства или их недостатков. Это пусть этим занимаются наши поклонники или какие-то музыкальные критики. Могу сказать, что особенностью в работе над новым материалом в этот раз стало большое количество вовлеченности всех музыкантов при работе над теми же текстами или над музыкой, поэтому можно увидеть в соавторах большое количество, когда не один человек является автором музыки или текста, а целая компания, что называется, собиралась для этого. И это, считаю, здорово, это возврат к каким-то, может быть, отчасти корням, то, с чего начинала Ария, когда соавторства было много. Я бы добавил еще то, что когда работаешь очень долго над одним и тем же материалом, ну, естественно, вот над этим альбомом, да как и над всеми, то ты к концу пути уже как-то не можешь адекватно его воспринимать. Он уже, по большому счету, что-то тебе надоело, что-то уже настолько приелось, что ты уже иногда не понимаешь, хорошо это или плохо. Поэтому мы сейчас немножко отдыхаем от вот этого процесса. И правильно Миша сказал, что и не наша задача оценивать, где хорошо, где плохо. Это все сделает публика и критики. Память начинается и заканчивается гармонией,
напоминающей мне Entertainment Metallica. Но затем песня принимает совершенно иное направление. Иногда аранжировка становится оркестровой, иногда появляется фортепиано. Следующая песня «Ловец чужих сердец» содержит элементы современного металла и хард-рока. Является ли смешение разных жанров в песне в стиле heavy-metal секретом альбома, который выдержит испытание временем? Я совсем не думал, когда писал песню «Память», выдержит ли она испытание временем или нет. Это последнее дело пытаться предположить успех своей песни или не успех. Сколько раз мы пытались в своей жизни предугадать, вот это будет хит, а это нет, а часто оказывалось наоборот. Поэтому просто писал, как мне нравится. А насчет смешения жанров, как мне кажется, вот с момента, во всяком случае, моего прихода в группу, это смешение жанров в той или иной степени присутствует на всех альбомах. Есть элементы традиционного хэви, есть элементы прогрессива, есть элементы и даже хард-рока там где-то. Так что, мне кажется, это нормальное явление для арии последние 25 лет. Прошло 7 лет после выхода «Проклятые морей». Отличался ли творческий процесс работы над этим альбомом от процесса написания предыдущего? 11 новых песен были написаны в период подготовки к записи альбома или в него вошли ваши старые наработки, которые были переработаны для этого альбома? Особенностью работы над последним альбомом как раз являлось то, что мы фактически не репетировали песни, а делились онлайн своими музыкальными наработками, обсуждали их, что-то пытались изменить, что-то, скажем так, утверждали и таким образом двигались в написании песен. Вот. Ну, если это сравнивать с тем, что происходило на «Проклятии морей», там, конечно, имели место быть реальные репетиции, когда мы собирались и пытались что-то сыграть. У этих двух способов есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсом, безусловно, можно, наверное, отнести то, что когда дома тщательно, выверенно записываешь какой-то фрагмент, делишься им и отсылаешь своим коллегам, то, наверное, вот меньше шансов на ошибку, чем когда репетируешь в шумном помещении, и когда где-то кто-то что-то попытался предложить, спеть, кто-то что-то не так услышал и так далее, и так далее. То есть здесь, возможно, к моменту записи прийти с какой-то неправильной заученностью. Поэтому, наверное, вот такие онлайн-способы, они давали свое преимущество. Вот. И считаю, что, наверное, это было основным отличием именно в работе над альбомом, как правило, ну, над его музыкальной частью уж точно. Ну, это традиционные плюсы и минусы цифровых технологий. Чем дальше они идут вперед, тем больше у тебя возможности работать над материалом дома. И те же самые и гитарные звуки, и вокальные, вообще и обработка всех треков подчас композитор может делать дома. Ну, да, есть минусы, что мы не собираемся, не репетируем вживую, потому что, как правило, записанные по такой схеме песни, когда начинаем играть их на концертах, мелкие, но изменения бывают. И иногда вот ты понимаешь, что вот здесь надо вот чуть-чуть там что-то по-другому сделать. Но в целом это данность, и что получилось, то получилось. Вы группа, которая пишет, например, 20 песен, а затем выбирает 10 лучших для альбома, или вы записываете все, что сочиняете? У нас есть предварительная, как там сказать, инсталляция. Каждый показывает свои либо наработки, либо свои уже какие-то сверстанные готовые песни. И иногда это может нравиться, иногда коллективу, иногда не нравится, иногда есть какие-то предложения там, по редакции. То есть у каждой песни свой индивидуальный путь. И
Да, перед альбомом мы рассматриваем большее количество песен, чем потом получается в записи. Но всегда стремимся записать максимальное количество песен на альбом. Песен, конечно, не 10 и не 11, а гораздо больше. Вы путешествуете с диктофоном, и когда у вас появляется новый риф или гармония, вы записываете его, а когда возвращаетесь домой, работаете над ним или импровизируете в репетиционной. Ну, с современным развитием телефонов диктофон есть практически в кармане каждого из нас. Я думаю, что если у кого-то посещает какая-то мысль, которая ему кажется гениальной или просто интересной, он всегда может ее законспектировать таким образом, достав телефон из кармана, включив режим диктофона и записать. Так что я думаю, что с этим как раз проблем нет. Я думаю, что у каждого из нас есть в домашнем компьютере целая база файлов, таких наработок там от 10 секунд до целой песни. И периодически каждый наверняка это просматривает и говорит, это можно удалить, а вот это интересно. Так что я думаю, что это большинство музыкантов так и происходит. Ну, я помню, на заре нашей деятельности, вот в 80-х годах, были, да, песни, в которых мы что-то придумывали на репетициях. Потому что компьютеров не было, и дома было это сделать трудно. Нужны были музыканты, чтобы твою идею воплотить в жизнь. Один должен был сыграть одну партию, другой другую, а ты третью. Но теперь в современном мире это все очень неудобно и не работает. К вашему альбому прилагается 2 официальных видео «Когда настанет завтра» и «Гордиев узел». Можете ли вы рассказать нам больше о метафорическом значении, лежащем в основе этих 2 клипов? Что касается метафоричности вышеуказанных произведений, то я бы здесь разделил на 2 части. Есть метафоричность автора текста, то есть Маргариты Пушкина, которая написала и «Гордиев узел», и песню «Когда настанет завтра». И есть видение того, что услышал в ней режиссер этих клипов, Сергей Шубин. Вот. Учитывая, что мне приходилось работать вместе с Маргаритой на ранней стадии, подключаться к работе с текстами, песня «Гордиев узел», к ней делалось несколько подходов. Пытались сначала просто написать песню про Александра Македонского, потом в какой-то момент откладывали эту тему, снова к ней возвращались и решили, скажем так, не просто проиллюстрировать саму легенду, а в какой-то мере сделать отсылку в день сегодняшний, потому что всем известно это крылатое выражение «разрубить Гордиев узел», которое означает разрешение самой нерешаемой проблемы самым радикальным способом. Вот. Что же касается клипа, то здесь как раз Сергей Шубин, по-моему, пытался именно заняться иллюстрацией той части песни, которая относится к легенде непосредственно, то есть погружение в эпоху Александра Македонского. Что касается песни «Когда настанет завтра», здесь мысли человека одинокого, такие его депрессивное состояние передается в куплетах, а в припевах всячески старается такой посыл надежды в день завтрашний, что завтра будет гораздо лучше, чем то, что происходит сегодня. И, наверное, все мы в какой-то мере иногда пребываем в таком состоянии, когда ждем завтрашнего дня как такого вестника хороших новостей. Вот. В клипе Сергей Шубин увидел вот эту отсылку к завтрашнему дню, как такой вот пытался интерполировать через историю, детскую историю о том, как дети, находясь в эпоху постапокалипсиса, переживают какие-то трудные дни, и фактически в основу лежит некая трагедия о том, что девочка фактически получает какое-то смертельное ранение, и мальчик, который держит ее на руках, взывает свои
какие-то все молитвы, возгласы к небесам о том, чтобы не произошло худшего и чтобы все в итоге разрешилось самым наилучшим образом. И я думаю, что эта метафоричность имеет право место быть, применимо вот к данному тексту. Получилось, по-моему, очень даже неплохо. На этом альбоме три приглашенных музыканта. Как родилось это сотрудничество? Мне с давних времен нравится звук фортепиано в рок-музыке. И на этом альбоме, как и на предыдущем, я тоже пригласил человека, который умеет это делать, потому что у нас нет клавишника, а самому мне не хочется позориться. Поэтому в песне «Память» я пригласил своего друга Петю Вилфимова, чтобы он сыграл партию фортепиано во время соло. Сейчас с нами нет Виталия Дубинина, но в его рассказах о том, как рождались аранжировки его песен, он рассказывал о том, что после работы над после работы над его сольным альбомом он находился в тесном контакте с Михаилом Бугаевым, который, в принципе, там ему очень помогал с аранжировками. В этот раз он тоже, пытаясь формулировать свои музыкальные мысли, в какие-то моменты обращался к нему, и Михаил очень органично вписался в процесс придумывания песен Виталия и их оформления. Я думаю, что это, собственно, стало логичным, скажем так, разрешением ситуации, в которой у нас появились музыканты, которые, скажем так, их гостевое участие. Кроме того, еще наши друзья по студии Максим Самосват и Сергей Варламов участвовали в записи хоров, так что тоже их можно назвать приглашенными музыкантами. Ваше сотрудничество с Маргаритой Пушкиной продолжается. Она продолжает писать большую часть текстов, хотя, как мне кажется, это не концептуальный альбом. Но на этот раз поэт Александр Елин не написал для вас текст. Почему? Тексты песен пишутся после музыки. Вы выбираете тему, которую она потом развивает, или у нее полная лирическая свобода? Ну, сотрудничество с Маргаритой Пушкиной, оно традиционное, независимо от того, концептуальный альбом или нет. Что касается Саши Елина, у меня был контакт перед написанием альбома. Мы даже пытались взяться за одну песню, но потом я вижу, что у него много своих проектов, причем хороших и энергозатратных, и ресурсозатратных. И видно было, что нет у него времени, и поэтому мы решили как бы повременить на этом этапе. И поэтому, собственно, его и нет на этом альбоме. Бывает по-разному. Иногда мы придумываем тему песни вместе с поэтом, иногда автор музыки ее придумывает. Иногда бывали случаи, когда поэт предлагал удачную тему, и все сразу соглашались, это оно. Трудно сказать, рецепта нет. И в любом случае, что бы кто ни предложил, мы переделываем текст по многу раз, отрабатываем там каждую строчку, потому что придаем очень большое значение текстам все-таки в нашей группе. Ну и в добавлении хочу сказать, что музыка, как правило, в группе Ария первичная, то есть сначала рождается музыка, и на нее уже пишется текст. Вот именно исключением из правил на этом альбоме стала песня «Созвездие Ершалаим», когда Маргарита Пушкина предложила просто текст, и Виталий на нее написал музыку. А в остальных случаях группа Ария пишет, создает сначала музыку свою, и потом уже за работу берутся поэты, текстовики. Интересный вариант в этот раз был с песней «Ловец чужих сердец». Во-первых, у нас новый автор Анна Балашова, и когда я с ней разговаривал перед написанием, она говорит, я слушаю музыку и пытаюсь как бы из нее
достать то, что я слышу. Я говорю, окей, давай, я тогда себе не буду никаких идей давать, вот послушай музыку и предложи свой вариант. И она предложила буквально там через 2-3 дня вариант, который мы с Мишей обсудили. Я предложил Мише, потому что ему петь, ему вещать со сцены. И интересная ситуация сложилась, что каждый из нас троих услышал свое в ее тексте. У Анны свое, у меня своя интерпретация была, у Миши своя. Текст был хороший, но немножечко абстрактный. И вот мы долго-долго его перемалывали, перерабатывали и пришли к образу Казанова, которого и обозвали «Ловец чужих сердец». Вот такая немного нестандартная ситуация получилась. Музыка Арии особенно подходит для эпических или боевых фильмов. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы использовать одну из своих песен в качестве саундтрека к фильму? Да, задумывались, но, к сожалению, пока серьезных предложений не поступило. В некоторых фильмах наши песни были отдельными эпизодами, так что мы готовы к сотрудничеству и очень с большим удовольствием. Ну да, мне кажется, должны задумываться создатели фильмов, а не мы, потому что от нас уже все, музыка и слова ушли, песни живут, и уже задача режиссера найти нужную песню и вставить ее в нужное место. Ну а для нас, как для артистов, в принципе, это, наверное, счастье артиста, когда песня раскрывается не только в рамках релиза музыканта, но еще и в какой-то такой вот виде саундтрека к фильму или каких-то там мюзикловых вещей. Поэтому почему нет? Вы гастролировали и выступали во многих странах за пределами России, таких как Финляндия, Швеция, Болгария и Германия. В какой стране вы хотели бы выступить впервые? Мы действительно за 40 лет объехали очень много стран, и во многих были не один раз и не в одном городе. Я бы хотел посетить Японию или Китай. Это две очень интересные страны, в которых мы не были никогда. Но я знаю, что у нас есть поклонники в той же Японии, например, и очень давно. И мы даже там занимали какие-то первые строчки в хит-параде среди иностранных групп. Присоединюсь к тому, что сказал Володя. Очень интересные страны и Китай, и Япония. И добавлю еще, наверное, такие вот свои мечты о том, чтобы оказаться в Латинской Америке, о том, как принимают там группы хэви-металлические, но уже, наверное, только ленивый не знает. И вот хотелось бы погрузиться в эту атмосферу. Ну, во-первых, меня Миша опередил, я тоже сам хотел сказать про добавить к Володе Южную Америку. Но я бы обобщил ответ. Любое новое место может стать интересным совершенно неожиданно. Вот, например, мы недавно были в городе Магадан. Это не чужая страна, это наша страна. Но мы так удачное время года получилось, и мы побывали в пару красивых мест, что остались только отличные впечатления. И так может быть в любом рандомном городе, и уж не говоря о любой стране. Везде можно найти, если ты хочешь, везде тебе будет интересно. Какие самые необычные просьбы получали от фанатов? Это практически, можно сказать, и необычные просьбы, и смешной случай. Буквально вот в прошлом году мы работали клубные концерты, и со слов нашего директора идет последняя песня в концерте. Уже все, бис. Мы играем, и забегает в клуб человек и требует пройти на концерт. Его не пускает, естественно, охрана. Он говорит, ну давайте я куплю билет. Давай. А ты знаешь, что последняя песня? Да. Человек покупает билет, заходит в клуб, делает селфи на фоне сцены и уходит. И его директор догоняет, а ты что приходил-то, зачем? Он говорит, да я жене сказал, что я на концерте Арии. Вот такая вот история. Сейчас спалил человек. Но это было не в нашей стране.
Какую музыку вы слушаете помимо хэви-металла? Есть ли альбомы или исполнители, которые вам нравятся и которые могут удивить вашу аудиторию? Не знаю, смогут ли эти альбомы кого-то удивить, но я слушаю музыку, начиная, наверное, с 70-х годов, поэтому я вырос на хард-роке, и моими любимыми группами были Deep Purple, Jethro Tull, там Black Sabbath, Styx. И вот совсем недавно вышел новый альбом Deep Purple, который, он прекрасен просто, у них новый гитарист. Вот. Буквально в этом году вышел альбом группы Styx, ребятам уже за 70, а они радуют новыми аранжировками, интересными идеями. И за последние несколько лет Jethro Tull выпустил 2 или 3 альбома. Так что я чувствую себя, как будто я еще студент, и каждый день релизы. Я слушаю разную музыку, в основном в тяжелом направлении, от хард-рока до прогрессива, каких-то более таких замороченных стилей. Вот. Но даже не вижу смысла останавливаться на каких-то конкретных исполнителях, так как мне площадки, цифровые площадки музыкальные, они каждый раз предлагают свой выбор, и порой меня этот выбор очень удивляет. Я помимо традиционных хард-рока, хэви-металла, что мы все слушаем, очень люблю рэп-метал и фанк-метал. Это, конечно, Clawfinger и их индийские побратимы Bloody Root. А из новых имен, которые я для себя открыл последние год-два, это гитарист Кори Вонг. Это такой мессия в стиле проповедник фанк, такой клевый фанк гитарный. Самое интересное, что его концепция, я сделаю из ритм-гитары как бы сольный инструмент. Ну, это надо слушать. У него очень много проектов, очень клевые. Все рекомендую. Кори Вонг. Чем вы занимаетесь за несколько минут до концерта? Остаетесь ли вы в одиночестве, в тишине и концентрируетесь, разминаете мышцы, или у вас есть какой-то суеверный ритуал, чтобы концерт прошел хорошо? Ну, я думаю, у каждого свой ход мысли перед концертом. Конечно, мы сосредотачиваемся, там, разминаемся. Но самый главный ритуал, и он не суеверный, проверка, чтобы все работало. Потому что у нас много передатчиков, наушников, все это на радио, и иногда бывает там что-то не срабатывает. Поэтому основная забота, чтобы это все работало во время концерта. Если все работает штатно, то и концерт пройдет хорошо. Какой самый неловкий момент произошел с вами на сцене? Могу сказать, но это было до Арии еще. Не в нашем районе. Там же на сцене. На сцене, почему нет? Ну, да. Когда я был еще школьником, я играл в оркестре русских народных инструментов на домре. Это такой инструмент, похожий, наверное, на мандолин. И мы играли в очень большом концертном зале в консерватории московской. Такое задумчивое, нежное произведение Чайковского «Сладкие грезы». А у меня, от волнения, наверное, мне было там 12 лет или 13, у меня начался сухой кашель такой, вот, знаете, который не останавливается никак. И надо было один раз откашляться и играть дальше. Но я думал, что я постараюсь, чтобы никто не заметил. И вот я сидел, играл на первом ряду, я был домбра прима, играл довольно сложную партию и все время кашлял потихоньку. И видел, как у дирижера наливается кровью шея. На меня он не смотрел, он продолжал дирижировать. Но когда я понял, что уже через минуту-полторы, что ничего не помогает, я решил все-таки решить вопрос радикально. Я громко кашлянул, дирижер в это время махнул руками, и у него вылетела палочка из рук. Я думал, ну все, концерт закончится провалом сейчас. Меня просто расстреляют и выгонят из оркестра. Но ничего, дирижер дирижировал без палочки, как оказалось, она, в общем-то, была и не нужна.
У меня свой смешной случай, ну, скажем так, тогда это было не смешно. Как сейчас помню, мы в далеком 2011 году выступали в городе Львов, и это был дворец спорта. И так получается, что мы выходили из-под трибунного пространства, и там было две двери. Одна дверь была закрыта изнутри, вторая должна была быть открыта снаружи. Вот. Соответственно, внутри стоял человек, который отвечал за то, чтобы была открыта дверь именно снаружи. Он ее открывает, и к нашему общему удивлению, внешняя дверь оказалась закрыта на ключ. И открыть ее оперативно не было никакой возможности. Мы принимаем единственное правильное на тот момент решение и бежим через весь дворец спорта. В это время уже играет увертюра начала концерта. Вот. Мы понимаем, что у нас есть 1,5 минуты, не больше, вот пока звучит это вступление. Мы смогли выбежать из-под трибунного пространства и через всю толпу пробежали к сцене на глазах у изумленной публики. Никто, конечно, этого не ожидал. Вот уже спустя годы вспоминаем об этой ситуации с улыбкой, но вроде все успели, и начало не было смазано. Правда, немножко, наверное, так запыхались все, как бежали, и это, наверное, возможно, было заметно. А публика наверняка решила, что это был с нашей стороны эффектный такой ход для начала концерта. Да, потому что мы прям именно бежали, и бежали очень активно. Я думаю, что не только у меня, но у каждого из ребят и вообще у любого артиста был такой момент, который в театральной среде называется белый лист. То есть ты выходишь на сцену и полностью забываешь свою роль, свой текст, и полная такая практически паническая атака. И у меня такое было, не скажу, что неоднократно, но несколько раз было. Просто ты вылетаешь, то ли тебя там какой-нибудь, может быть, звук отвлекает, либо луч света ослепляет, ты отвлекаешься от произведения и вот потерял там 1-2 такта, и все, и ты не понимаешь, где ты находишься. И иногда бывает сложно себя найти и собрать, обратно войти в эту песню. Ну, бывает такое. В чем разница между Арией и другими heavy-metal группами? В том, что мы поем на русском языке. И если глобальный вопрос, то глобальный ответ будет, что Ария старше большинства heavy-metal групп на Земле. Ну, 90%. Но это в силу возраста. А так, мне кажется, все группы разные. Нет смысла искать различия. Надо воспринимать каждую группу, как она есть. Если бы вы не стали успешными рок-музыкантами, чем бы вы сейчас занимались? Если бы я не стал успешным рок-музыкантом, я бы стал неуспешным рок-музыкантом. Так что мне повезло. Если бы я не стал успешным рок-музыкантом, я бы продолжил быть инженером-нефтяником. Да, Миша, Не знаю, насколько успешным. Миша пришел к нам в коллектив, уже будучи профессиональным нефтяником и с солидным стажем работы. Ну, кстати, и у нас, и у Володи, и у меня высшее техническое образование, так что, кто знает, может быть, и... Ну, что-то я не уверен, что мы бы инженерами не смогли работать. Я бы, наверное, стал бы теоретическим физиком. Потому что, да, у меня тоже техническое образование, и мне всегда нравилась физика. И это же наука творческая, она вся состоит из предсказаний. В ней нет точных никаких рецептов. Ваш бывший барабанщик Игорь Молчанов скончался в этом году. Вы поддерживали с ним связь? Вы когда-нибудь выступали с такими бывшими участниками группы, как он? Ну, во-первых, Игорь Молчанов уходил из группы «Ария» и участвовал в вновь созданной группе «Мастеров», к которой я и примкнул. Поэтому мы в то время с Игорем достаточно долго проработали в «Мастере». Потом он остался в Бельгии
кстати, как и Кирилл Покровский, еще один участник мастера. И после этого мы были с ним в контакте, и я несколько раз ездил к нему в гости, но, к сожалению, вот так получилось, что недавно он ушел из жизни. Там он играл в нескольких группах, в одной достаточно популярной, так что он там продолжал свою барабанную деятельность. Спасибо за уделенное время. Вы можете завершить интервью рассказом о своих планах на 2026 год и другими новостями о группе, или просто поприветствовать своих западных поклонников. Мы рады поздравить всех поклонников с наступающим или уже с наступившим Новым годом, в зависимости от того, когда выйдет это интервью. Группа Ария сейчас находится на таком подъеме творческом, то есть мы только что закончили работу над новым альбомом, и впереди нас ждут юбилейные концерты, посвященные этому альбому. Они уже в этом году проходили как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья для нас. Соответственно, продолжение юбилейного тура, а также презентации песен с нового альбома – это то, что ждет наших поклонников на концертах 2026 года. Всем желаем здоровья, счастья, успехов и ждем на наших концертах, если таковые будут в ваших странах, в ваших городах. И большое спасибо за ваше внимание и любовь. Всегда приятно и неожиданно приятно встретить в какой-то стране человека, не говорящего по-русски и имеющего наши диски и знающего нашу музыку. Это очень круто. Спасибо. С вами был Маркус и Rock Metal Bands. Встретимся в следующем интервью.